Сергей уже третьи сутки был в пути. Он возвращался со свадьбы своего лучшего друга, проходившей в другой области. Дорога домой казалась бесконечной. Из-за сильных морозов и выпавшего снега трасса превратилась в настоящий каток. Сергей ехал медленно, аккуратно, чтобы не рисковать, ведь на некоторых участках даже тракторы переворачивались. Время шло к вечеру, небо заволокло тяжелыми свинцовыми тучами, а лес по обочине казался особенно мрачным и холодным. Вдруг его внимание привлекла фигура. Кто-то стоял у края леса, почти прижавшись к дереву. Это была женщина. Одинокая, закутанная в тонкую куртку, вся посиневшая от холода. Сергей прищурился, тормознул и вышел из машины. Интересно, кто мог оказаться здесь, в такой глуши? До ближайшего населенного пункта было не меньше 40 километров, да и машины тут проезжали редко. Он быстро подошел к женщине. «Ты как тут оказалась?» — спросил он, стараясь говорить мягко, чтобы не напугать. Девушка с трудом подняла на него взгляд. Губы дрожали, слова почти не слышны. «Пошли, я отвезу тебя домой», — предложил Сергей. Таня сопротивлялась, лишь медленно кивнула и пошла за ним. В машине он укутал ее в плед, налил горячего чая из термоса. Она немного отогрелась и только тогда смогла произнести «мне некуда идти». Оказалось, что ее муж был жесток и часто поднимал на нее руку. Недавно они сильно поссорились. Он отвез ее в лес, выбросил из машины и сказал, чтобы больше ее не видел. Сергей с трудом верил в такую дикость. «А в полицию ты не обращалась?» — удивился он. Девушка покачала головой. «Бесполезно. Он общается с блатными, у него связи. Мне никто не поможет». В ее глазах была боль и отчаяние. «Я не поеду домой», — твердо произнесла она. Сергей кивнул. «Ладно, поехали ко мне. Успокоишься, обогреешься, а там разберемся, что делать». Он жил один в небольшой однокомнатной квартире. Жениться не планировал, считал, что сначала нужно встать на ноги, выстроить карьеру. В детстве он жил бедно, с матерью, и помнил, как ели хлеб с сахаром. Девушку он уложил в своей кровати, а сам раскладушку поставил на кухне. В тот вечер они долго разговаривали. Ее звали Татьяна. Судьба у нее была нелегкой. Ранняя беременность, брак по необходимости, постоянные ссоры и насилие. Но, несмотря на все, она держалась ради сына, пятилетнего Кирилла. Утром Сергей собрался на работу. «Будь как дома, еда в холодильнике. Отдохни», — сказал он перед тем, как уйти. Целый день он думал о Татьяне, о том, как ей помочь. Вдруг вспомнил об однокласснике Николае, который работал в полиции. Может, тот подскажет, что делать. Когда Сергей вернулся домой, возле его подъезда стояли 3 полицейские машины. Он удивился. «Что случилось? К кому приехали?» — мелькнула мысль. И тут он увидел, как из подъезда выводят Татьяну в наручниках. «Что происходит?» — спросил он у полицейского. «Это все ее муж устроил?» Татьяна, обернувшись, крикнула. «Нет никакого мужа!» Один из офицеров подошел к Сергею, предъявил удостоверение. «Вы подозреваетесь в хищении крупной суммы. Если будете сотрудничать, пойдете как свидетель». Сергей опешил, но подчинился. В участке он узнал, что Татьяна разыскивается за ограбление банка, где она работала. Ее уже давно ищут и вычислили по звонку родителям. «Это вы ее надоумил?» — спросили следователи. «Где деньги?» Сергей уверял, что ничего не знал. «Я нашел ее в лесу. При ней не было ни сумок, ни денег. Мой видеорегистратор это подтвердит». Через несколько часов его отпустили под подписку о невыезде. Дома после обыска царил хаос. Сергей не мог поверить в происходящее. Он решил позвонить Николаю. Тот согласился встретиться. За чаем Николай рассказал больше. Дело громкое. Вся полиция на ушах. Татьяна — мать-одиночка.
У сына тяжелое заболевание. Ему требовалась срочная дорогостоящая операция. Она обращалась в фонды, но все безрезультатно. Потом пошла за кредитом в банк, тоже отказ. Когда мальчику стало совсем плохо, она пошла на отчаянный шаг. Украла деньги и тут же перевела их в клинику. Операция уже прошла. Сергей слушал и не знал, что сказать. А что она делала в лесу, спросил собственную поселонством. Говорит, была в состоянии аффекта, хотела скрыться, не знала, куда идти. «Я хочу ей помочь», — сказал Сергей. «Но как?» — Николай посоветовал. «Наймите хорошего адвоката. Верните деньги, если получится. Тогда банк может отозвать заявление». У Сергея были накопления. Он откладывал на строительство дома. Остаток суммы он решил одолжить у начальника. Тот, зная Сергея как ответственного работника, дал деньги без лишних вопросов. Через месяц, благодаря грамотному адвокату и возвращенным средствам, банк отозвал заявление, и Татьяна вышла на свободу. Она не верила своему счастью. Сергей встретил ее у выхода из следственного изолятора. «Прости, что я не рассказала тебе всю правду сразу. Спасибо тебе за все. Я в неоплатном долгу перед тобой», — сказала она, сдерживая слезы. «Ты ничего мне не должна. Я просто сделал то, что считал правильным», — ответил он. Прошло 1,5 года. За это время многое изменилось. Сергей и Татьяна стали близкими людьми. Он помогал с сыном, поддерживал морально и финансово. Постепенно между ними зародилось чувство. Сегодня был их свадебный день. В ЗАГСе собрались друзья, родственники и коллеги. «Мама, там дядя Сережа приехал на лимузине!» — радостно закричал Кирюша, выбежав на улицу. Татьяна поправила фату и посмотрела в окно. Она не могла поверить, что когда-то, замерзая одна в лесу, найдет человека, который не только спасет ее, но и станет ее судьбой. Слезы катились по щекам, но это были слезы счастья. Я и представить не могла, что в моей жизни произойдет чудо. Но оно случилось. Спасибо тебе, Сергей, за все. А он, улыбаясь, ответил: это только начало. Все самое лучшее еще впереди. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно пишите в комментариях, верите ли вы в судьбу. До новых встреч!